Итак, всем привет. Сегодняшний подкаст мы начинаем в студии Азов Саунд у Михаила Фоменко. Все его контакты будут под видео. Обращайтесь, звук, видео, контент, ну и все, что вы могли о нем узнать, вы можете посмотреть в прошлом выпуске Эго Софии. А сегодня у меня в гостях в студии Азов Саунд Вячеслав Майер. Здорово. Мы с тобой знакомы уже какое-то время. Я знаю тебя как лидера группы «Отомстим», и об этом сегодня мы с тобой поговорим. Если вдруг мы наткнемся на что-то еще интересное в твоей жизни, я думаю, мы это тоже обсудим. А вообще сегодня в выпуске ожидается про то, кто такой Вячеслав Майер, о том, о чем существует группа «Отомстим», о том, как создать свой грандиозный проект. Свой рок-фестиваль с элементами ролевой полевой игры. Об этом тоже сегодня будет, о предстоящих концертах, ну и в целом о рок-музыке в России и конкретно у нас здесь. Об этом мы поговорим. Расскажи о себе, что бы ты хотел, чтобы о тебе узнали. Кто тебя смотрит, возможно, впервые, потому что многие из тех, кто, возможно, посмотрит этот выпуск, возможно, они с тобой знакомы только по твоему творчеству. Что ты вообще за человек? Как бы ты себя хотел позиционировать? Чтобы о тебе что думали? Мощный вопрос такой. Я всегда... Это моя любимая тема. Когда у меня берут интервью, у меня иногда берут интервью, очень любят журналисты задать какой-нибудь там вопрос, а что вот музыка для тебя, да? Или там что... И как бы, но при этом, ну, ты же понимаешь, у нас эфир, там, время, ты коротко ответишь, что для тебя музыка? Что, кто ты есть такой, Вячеслав Майер? Здесь можешь себя не ограничивать. Вот, Хоть весь да, выпуск тут как бы посвятим этому. уж извините тогда, если уж надо ответить, то так я и расскажу. Давай. Вот, я родился в Германии, действительно, у меня немецкая фамилия, но это совпало. Этнически я к немцам весьма посредственное отношение имею, то есть это через очень-очень-очень много поколений. Вот. Но фамилия сохранилась, она там прошла довольно длинный путь. Сначала из Германии на Дальний Восток, еще во времена, так скажем, торговых компаний типа Остинской компании, ну, в общем, еще из 18-19 веков. Вот. Потом вернулась вот потихонечку обратно сюда, чуть ближе к Германии, но не в нее. Хотя отец служил в Германии, то есть получилось так, что вот с такой фамилией я родился прямо там, и на Фатерлянде, так сказать, в Веймаре, город Веймар. Все, ну, как бы в садик ходил в Азове, в школу ходил уже в Ростове, закончил гимназию с английским уклоном, 36-я гимназия, поступил в институт, поступил в РГУ, закончил в итоге ЮФУ, потому что там у меня не спрашивали, намерен ли я закончить именно РГУ. Но по мере взросления как бы и обрастания семьей, так сказать, предпочел все-таки жить в более спокойном, более таком, в то же время, исторически значимом городе, как Азов. Вот. Ну, в Азове проводил очень много времени, всегда на выходные сюда приезжал, собственно, с тобой так и познакомились в период, в подростковый такой, формирование музыкальных вкусов в том числе. Вот и прибился к нашей тогда достаточно большой рок-компашке. Тогда можно было заниматься всяким беспределом на крепостном валу, жгли костры, пытались с кем-то драться, часто не получалось. Вот. Но было очень весело. Тусовка была большая, до сих пор ребят с большой радостью встречаю, узнаю, как жизнь прошла.
Вот. Ну и что, и отдельной графой, конечно, в моей жизни идет музыка и философия. Ну, я закончил философский факультет, вот, и с детства любил музыку. И вот мое творчество, оно всегда сплетение музыки с философией. Очень ценю смыслы текстов в песнях, да вообще любых текстов, собственно. Даже если это там диалоги в каком-нибудь малобюджетном сериале, все равно Мгм. это для меня важно. Я текстовик во многом. Вот. Ну, а музыку я люблю очень разную. Конечно, был период, когда по молодости вот наше поколение рокеров, металлистов, мы занимались самоидентификацией по признаку того, какую музыку мы слушаем. То ли мы металкорщики, то ли мы там просто рокеры, то ли рок-н-ролльщики, то ли чего-то еще. И поэтому мы сами себя, получается, во многом ограничивали на самом деле Мгм. в плане там музыки, что престижно слушать, что не престижно слушать, как правильно к русскому року относиться. В общем, там много было всяких ограничений. По мере взросления это все ушло. В итоге я разрешил себе любить и классику, и джаз, и что-то из попсы, и диско, и там, ну, самые разные направления. То есть стало понятно, что музыка, конечно, это она не может ограничиваться какими-то жанрами конкретными. Но в большинстве случаев те композиции, которые я с удовольствием слушаю, и тот стиль, в котором я пишу свои песни, так или иначе можно отнести к направлению под названием рок-музыка. Я не услышал ничего про музыкальное образование. Есть ли оно у тебя? Ну, наверное, правильно будет сказать, что нет, с одной стороны. Хотя, как бы, 3 класса музыкальной школы по классу фортепиано, школа имени Петра Ильича Чайковского на Пушкинской в Ростове я прошел. Как бы. То есть с нотной грамотой знаком, как бы с принципами там, построения гармонии знаком. Естественно, теория вся абсолютно именно как вербализированное знание из головы улетучилось за эти годы. Вот. Но само чувство музыки, понимание каких-то основ, возможно, даже они на подсознании остались, где-то на уровне интуиции, но это все у меня, конечно, осталось. То есть такую базу вот с 7 до 10 лет где-то я как бы впитал достаточно основательно, поэтому сказать, что я там в музыку совсем со стороны с какой-то пришел, тоже нельзя. Мгм. То есть как бы и бумажки нет, что что-то окончил, ну и сказать, что я сторонний человек какой-то тоже нельзя. Так что вот так. А создание песен для тебя это больше написание текста или ты занимаешься и музыкальной составляющей? Ну, я приношу, как правило, песни сразу с музыкой. Бывают такие ситуации, когда есть хорошая там песня. Вот у нас в группе была такая ситуация, когда очень красивая по мелодии песня. Вот. Но, ну, а текст написали, какой получилось. Мгм. А у меня это, у меня тут пунктик, как бы я, тем более, что мне это петь, ну, вот, мне это как-то под своим, так сказать, знаком качества выпускать в свет. Вот. И бывает, что приходится отдельно текстом заниматься. Но, как правило, у меня песня пишется сразу с мелодией, сразу с настроением, сразу с какой-то там вот подачей основной. Ну, вот, поэтому даже если у меня не оказалось под рукой инструмента, и мне спускается текст, он у меня в голове все равно с мелодией. То есть я запоминаю, как я это именно пропевал, в каких нотах, и потом уже подбираю на гитаре. То есть просто, ну вот как-то вот я могу писать стихи, но мне это такого удовольствия не приносит. Мне нравится, когда это сразу с мелодией То идет. есть приходит, можно сказать, целая песня уже готовая. Ну, Текст в и каком-то музыка. смысле, да. Другой вопрос, что она не всегда приходит целиком, как бы С по всей аранжировкой ты имеешь в виду, длине. да? Нет, я имею в виду, что у меня достаточно частое такое явление, что мне приходит, ну, как правило, мне приходит припев, в первую Мгм. очередь. Вот.
я как бы этот припев, когда у меня сформировался, допеваю до конца, и вроде как бы второй куплет начинаю, вот как бы тогда бы куплет зазвучал хорошо после припева, и что там, и о чем там должна быть речь. Но в итоге то, что дописывается вторым таким заходом, становится первым куплетом, и песня может после этого полгода существовать вот в таком виде, куплет-припев. И потом там через полгода я наконец-то понимаю, какая должна быть развязка во втором как бы куплете. И все, у меня тогда гештальт закрыт, я успокоился. Вот. А так бывает, я прям на нервозе хожу, я понимаю, что классная песня лежит, куплет есть, припев есть, а что вот во втором куплете вот ну, что-то не идет. То есть мне как бы с одной стороны полноценно приходит сразу мелодия с текстом одновременно, но в то же время не всегда сразу со всеми куплетами. Такая вот форма сортировки. Слушай, ну «Отомстим» — это, получается, не первый твой проект, в котором ты участвуешь как музыкант, как композитор, как человек, который сочиняет текста и музыку? Или Ну, в таком все-таки в виде таком масштабе? это первый. Ну, в том плане, что это первый именно мой проект, ну, в плане того, что я его именно, ну, как придумал там, подобрал музыкантов, смог заразить их своей идеей, и там, ну, абсолютное большинство, как бы, э, тех видов деятельности, которыми мы в итоге занимаемся, я так или иначе курирую, по большому счету. То Мгм. есть, ну, само собой, в каких-то областях, в которых я там меньше там соображаю, чем ребята, которые со мной вместе сотрудничают, конечно, я им там, ну, доверяю, перепоручаю какие-то вещи. Но в большинстве случаев как бы окончательное решение все равно оказывается на мне. То есть в этом плане это вот именно мой проект, придуманный вот ну, практически от начала до конца. Мгм. Ну, вот, то есть я его сразу с названием, с визуалом, который может быть, с стилистикой, с формой подачи, то есть с примерным пониманием, какую нишу мы должны будем занять. То есть у меня это уже, в общем-то, в виде готового практически проекта в голове было. Я его сейчас пытаюсь э, реализовывать, воплощать. Другой вопрос, что, конечно, сталкиваясь на пути там с разными историями, которые пошли не по плану, там от исходного проекта приходится где-то и отступить. Вот. Но вот это вот мой первый именно самостоятельный такой, то есть проект, где я именно лидер и вот объединил вокруг себя людей, пытаюсь их как-то мотивировать в условиях невозможности мотивировать их финансово, да. Вот. А до этого я, конечно, играл в очень многих проектах. И у меня одна из первых групп, не скажу, что самая первая, но первая значимая группа называлась Overlook. Э, А в качестве кого ты там был? Я был приглашен туда в качестве вокалиста. Там уже было какое-то количество своего материала, но его было немного. И как бы все равно надо было делать что-то новое. Я сказал, а у меня кое-чего есть. И, в общем, там через год уже большую часть песен, которые мы пели с тем проектом, она была уже там мною написана. Мгм. Вот. Но это все было, как бы мы классно тогда поиграли с группой Overlook, потому что это были очень плодотворные такие годы. Это начало 2000-х, народ все еще был очень жадный до музыки. Ее не было в таком количестве, ее не было в таком доступе. Не приходилось за ноги, за волосы тащить людей на концерты. Они сами находили, шли на звук, там, на свет, приходили. Ну, это тогда, честно говоря, стартовать было сильно проще, чем сейчас. Вот. Но тогда не было мозгов конкретно там у нас, потому что мы были молодые студенты, нам казалось, что так будет вечно, и мы в любой момент, если мы соберемся, поднажмем, так мы и дальше стрельнем, а сейчас пока и так весело, и, ну, в общем, не было какого-то планомерного такого понимания деятельности собственной. Типа не было какой-то стратегии, видения?
Ну да, ну у нас, ну ты же понимаешь, как бы, когда нет человека, который все, вот, все эти шишки уже набил под рукой и тебе нормально расскажет, а они даже бывают и есть рядом, ты их не слушаешь, потому что ты не понимаешь, что он авторитет на самом деле. Ну, он может просто не выглядеть как авторитет уже к тому моменту. Такое бывает. Вот, но на самом деле вот мы столько шишек набили совершенно ненужных, и нет, у нас не было концептуального восприятия собственного проекта. Мгм. Нам нравилась эта игра в рок-группу на том уровне, на котором она была. То есть у нас там была тусовка, несколько рок-групп, там кто-то уходил из одной рок-группы, переходил в другую рок-группу. Мы сами между собой распространяли эти сплетни и полностью подражали вот всей этой мировой эстраде. То есть там кто-то куда-то от кого-то ушел, перешел, там спился. Вот. У нас то же самое в меньшем масштабе, но в принципе все те же самые игры. Мы к этому серьезно относились, мы там переживали, что а как же ж теперь эта группа вот без вот этого вот, ну, там, не знаю, там гитару сломал, вот как они теперь будут. Ну, я, конечно, утрирую сейчас Мгм. очень сильно, но принцип был в том, что на том уровне, на котором это все происходило, у меня лично было такое впечатление, что ну, как бы процесс идет, процесс классный, весело, прикольно. Если захочется, прям захочется чего-то большего, ну, оно, конечно, хочется, но пока ты не готов просто приложить достаточно к этому усилий. Но в любой момент, когда ты будешь готов приложить к этому усилия, перестанешь гулять, перестанешь пропускать репетиции, там, начнешь больше времени уделять музыке, то сразу все попрет. Мгм. Вот, была такая какая-то уверенность, и оно откладывалось на потом. Веселее было ходить, бродить, и чтобы там наша там тусовка, окружавших нас ребят там, говорили, о, это же вот Майер из Оверлука, да, да, вот. И ты такой, да, привет, там, совсем. И, в принципе, а что тебе еще надо? Ты... Ну и классно же, да. Ну, не было, конечно, там, такого понимания. Было какое-то наивное мнение, что, ну, обязательно заметит продюсер какой-нибудь. Вот. Стоит только буквально хоть на какой-нибудь фестивальчик попасть, и сразу же заметят, и сразу же заберут с руками, с ногами, и отмоют, и почистят. Это очень трепетные для меня воспоминания, я на них задержался. Дальше, Мгм. после Оверлука, у меня был... Ну, мы там распались, понятное дело, потому что, ну, что было от нас ждать? Шалтай-болтай. В общем, были. И потом я попытался заниматься музыкой самостоятельно, то есть я делал аранжировки, освоил там программу Fruity Loops, тогда была популярная программа, такая из тех, которые достаточно просто было освоить, но при этом это не сэмплер был, то есть там именно Мгм. нотку к нотке надо было выставлять. С удовольствием в ней проковырялся, сделал несколько демок, отправлял, там, пытался в какие-то продюсерские центры там отправлять. Естественно, звучало это все достаточно убого, но в принципе тогда у всех все примерно так и звучало. Вот, то есть, ну, я туда только живую гитару и живой вокал записывал, остальное собирал на компьютере. Ну вот. Ездил даже в Москву. У меня тогда мама работала через кабинет с звукарем, который занимался ремиксовыми альбомами Агаты Кристи. Мгм. И вот Макс Головин, я к нему попал, он послушал все дело. Говорит, ты молодец, давай занимайся. Он мне подарил там библиотеку на 150 болванках симфонического оркестра. Тогда безумных денег такие вещи стоили, вот чтобы у тебя живой был звук, потому что под твою музыку, конечно, фрутилупсовские вот эти плагины, они не очень подходят. Вот, что-то еще пару программ мне подарил. Нуэнда, дорожечник. Ну, короче, там, снабдил меня софтом определенным. Говорит, давай, типа, пиши, там, присылай, там, все такое. И, ну, и что, я это все забрал, и ни черта, и делал все по старинке. Потому что учиться надо было. Не, ну, там, какой-то софт я, конечно, использовал, он реально облегчил там мои изыскания. Вот. А так, ну, это учиться, осваивать надо. Там, я вообще-то
хотел бы писать музыку просто со словами, да, а потом она раз и в песню превратилась. Ну, сиди, сам себе что-то, это еще и звукозапись, потом как это чистить, потом как там что, нойз-гейты Мгм. какие-то, там, нахрен оно мне это надо, я вообще в это вникать не хочу. Ну вот, и в общем эта тема у меня тоже завернулась, потом был очень большой масштабный проект по ростовским меркам «Дорога без возврата», рок-опера называлась. Это Евгений Пронин, автор рок-оперы. Такой, ну, как бы любительская, но ребят он там собрал, конечно, ну, разного уровня, от совсем любителей до профессионалов. Нас там, не знаю, человек 40, наверное, было задействовано в постановке. То есть это полноценный рок-мюзикл такой, Мгм. рок-опера «Дорога без возврата». Меня позвали на роль Ведьмака. И, на удивление, у меня получилось там все спеть. Ну, там были задействованы девчонки из консерватории, они кое-что подучили меня. Вот вокальное становление, вот как-то там, наверное, произошло такое более-менее значимое. Вот. Потом у меня был тоже проект, где, ну вот в «Дороге без возврата» там одна песня всего была моя, и то я рад был, что меня ее взяли и вставили в мюзикл. Для меня Мгм. это как бы большой честью было. А так, ну, пели чужой материал. Я пел чужой материал, не свой. Вот. Потом была группа «Седьмой ангел», которую организовал на базе бывший ТЮЗ. Сейчас он называется «Молодежный театр». Там на площади Свободы в районе Карла Маркса находится. Я там работал монтировщиком сцены. Познакомился с звукарями местными. Один из них оказался Максим Осокин, с которым мы по сей день работаем. И вот у нас с ним была группа, она называлась «Седьмой ангел». Мы делали мой материал. Вот, ну, в основном. Но при этом сказать, что это был там лично мой проект, я не могу, потому что я не хотел быть главным, потому что мне не хотелось решать кучу каких-то головников. Заставлять кого-то ходить на репетиции мне не хотелось. Мне хотелось, чтобы меня заставляли ходить на репетиции. Вот. И Макс добросовестно как бы этим делом руководил. Он назначал концерты, с кем-то договаривался, находил операторов, которые снимали нам клипы, находил деньги на эти клипы. Вот. То есть заставлял меня ходить на репетиции, но я оказался сильнее. И там тоже перестал ходить на репетиции. Ну, не знаю. Ну, вот так вот как-то получилось. Хотя у меня очень всегда к нему положительное отношение и было, и остается. Ну, вот. Ну, проект в итоге не состоялся. Макс в какой-то момент устал со мной бороться. А что я боролся, я не знаю. Ну, правда, проект как бы был акустический. То есть я там играл на акустической гитаре. Макс на бас-гитаре, барабанщик и еще одна актриса из театра там пела тоже с нами. Вот. То есть такой был состав. А мне хотелось там по року вдарить уже. То есть Мгм. я как бы давайте, говорю, может мы возьмем громкие инструменты. А Макс говорит, не хочется. Хочется музыки такой именно. Типа раскачать можно и без жужжалки на самом деле. И отчасти он прав. У нас пару раз получилось, что мы выступали на одной сцене с тяжелыми командами. Мы как разогрев, не разогрев, там первыми там вышли, типа, ну что, акустика и бас с барабанами. И что-то мы там так как дали, народ что-то прям там затанцевал. То есть, ну, прям получилось. И такой показательный момент был, что да, действительно не всегда нужно нажать на педаль, чтобы у тебя пошел драйв в зал. Вот. И вот после «Седьмого ангела» мне вдруг поступил звонок из группы «Маракуя». А в группе «Маракуя» оказались Боря и Андрей. Вот, организаторами этого проекта. А с Борей и Андреем мы знакомы были еще по оверлуку. То есть это возвращение к самой первой такой более-менее значимой группе. Ну вот. И маракуйя тоже не состоялась. Там идея была хорошая как бы у группы. Но
Опять же, она была не на моем материале. То есть песни были придуманы таким образом, чтобы в них звучали в стихотворной, в песенной форме анекдоты какие-то или анекдотичные ситуации какие-то. То есть чисто направленные вот тупо на ржаку. Тяжелый такой добротный хард, вот, но с песнями типа там, как я встретил русалочку и как она меня там нехорошо там со мной поступила, например. Ну, там такое. Как бы интересная концепция. Я понимаю, что это честно за счет своей удивительности могло стать популярным, наверное. Вот. Но, тем не менее, это, опять же, ну, моим, там, скажем, интересам не очень отвечало такое содержание. Вот. Но мне хотелось играть с хорошими музыкантами, и я готов был работать с этим материалом. Ну, вот. Ну, в итоге там тоже не получилось. Там. И, наконец-то, вот произошел «Отомстим». Ты Хотя он... решил отомстить всем тем неудачным попыткам это своим. такая... Я не знаю, ну, как-то... Вот наступил момент, это уже после... Ну, нет, да, уже после... Ну, 19-й год. Там мне сколько? 34 года. В 34 года я такой вдруг думаю, да блин, что я все к каким-то группам прихожу, у которых уже там чего-то они там по-своему придумали. И я прихожу, перед этим стимом, там еще был небольшой промежуток, Майер Стим называлась группа. В самом деле группа меня позвала, их названия еще не было. Ну, вот, и они там, ну, какой-то материал там начали делать. Сразу за мой материал взялись, начали делать. Ну, я смотрю, вот вижу, как все в группе происходит. Я понимаю, что я и их время трачу, и свое время трачу. Потому что, ну, я так все равно долго не смогу работать. У меня, ну, другое видение. Как это все должно происходить, какие цели должны перед собой ставиться, как там, к звуку на репетиционной точке надо относиться, там, как к своему имиджу надо относиться. Ну, то есть такое. Где-то наоборот перегиб идет, я считаю, что там не надо слишком сильно зацикливаться на каких-то вещах. Там. Ну, то есть я вот понимал, что да, и ребята хорошие, материал вроде как мой готовы играть. И даже назвались производным от моей фамилии, потому что я сразу предложил, говорю, давайте стимпанк, что-то со стимом связанное. Вот, там Майер Стим. О, давайте. Вот. И когда я там в очередной раз столкнулись вот с этими организационными проблемами, я подумал, ну блин, ну, наверное, если я хочу, чтобы в коллективе, в котором я участвую, было все как-то устроено ближе к моему пониманию того, как это должно происходить, то мне, наверное, организовывать надо это все дело самому. Мы вот, я, собственно, Виктора Куликова смог замотивировать, он согласился со мной новый проект собирать. Вот. Боре сразу позвонили, потому что Боря, конечно, я его в Маракую, когда уже таким зрелым услышал, я, конечно, был очень впечатлен. Гитарист мощный, крутой очень. Вот. Ну, а чуть позже к нам еще Андрей там присоединился. Вот. И сейчас вот такие, какие мы есть. Получилось сделать. Ну, я, правда, не могу сказать, что у нас там в группе только пальцем показывают, что как мы делаем. Нет, у нас так не происходит. Но есть некоторые моменты, когда мы прямо цепляемся. То есть я говорю, нет, вот будет так, как я это вижу. Я пытаюсь это аргументировать, если аргументы мои не слышат по каким-то причинам. Вот, или считают их не аргументами. Я тогда уже на авторитете просто так давлю. Будет, по-моему. У вас кто-то в группе есть, кто занимается не вопросами, не музыкальными, скажем так, вопросами напрямую? Ну, я имею в виду, может, продюсер, может быть, кто-то занимается продвижением. Мы Ну, и какие-то другие. пытались поработать с ребятами, ну вот в частности с одним парнем в плане менеджмента, то есть как концертного директора пригласили, то есть, чтобы пробивал нам какие-то
действительно удачный концерт. Потому что, ну, я, понятное дело, я как сам на себя это все взвалил, я сам этим всем и занимался с самого начала. То есть и переговоры там с площадками, и обсуждение условий каких-то, и разрешение там каких-то спорных ситуаций, и там и рекламой, и там, ну, короче, всем на свете. То есть в целом ты этот весь путь сам прошел. Ну да, а кому это? Ты же никому это на первом этапе не поручишь. Это вот мы год назад мы посчитали, что мы достаточно интересный проект, уже более-менее известный в музыкальной среде ростовской, что вполне возможно кто-то захочет с нами вот также во многом на, на идейном таком вдохновении посотрудничать. Вот. И такой парень как бы нашелся, но так получилось, что не совпали у нас в итоге взгляды на методы продвижения и способы организации концертов. Ну, в общем, не сработались, не получилось. Ничего там подробностей никаких я по этому поводу говорить не хочу. Ну, эффекта не вышло. Вот. С другой стороны, у нас есть Максим, наш звукорежиссер. Вот. И он мне очень активно помогает по рекламе. То есть, учитывая, что он, в общем-то, и профессионально в том числе этим занимается, вот, он мне помогает и в плане там размещения контента, и в плане там создания каких-нибудь там ссылок, бендлинк, там чего-нибудь там, оформления там продажи билетов в Q-Tickets, там какие-нибудь заявки на какие-нибудь витрины, там ну, в общем, такую историю. Но дело в том, что, видишь, мы же все это делаем пока на энтузиазме во многом. То есть проект, мне хочется думать, что проект у нас приблизился к самоокупаемости, но еще пока даже таковым не является. Поэтому говорить о какой-то там финансовой мотивации участников или дополнительных каких-то сотрудников пока не приходится. Поэтому все делается на энтузиазме. А на энтузиазме это делается в свободное от основной там, работы время. Вот. А это, соответственно, приводит к нерегулярности, к недостатку времени заниматься этим. То есть у нас очень классная команда, на самом деле, людей, которые непосредственно на сцене не оказываются. Но они очень большую поддержку группе оказывают. И во многом отомстим, если чего хорошего о нем и представляется, то вот благодаря работе этих людей в том числе. Потому что вот у нас Сашка Истомин, оператор, очень сильно помогает. У него не всегда получается, он иногда занят, у него иногда другие шабашки могут быть. Но по мере возможностей, благодаря ему, у нас есть достаточно много вот видеоряда, которые именно он снял. В свое время нам Герман Токарев очень помог тоже. Он там нам первые промо какие-то там отснял, какие-то рекламные там ролики. По-моему, даже, ну, опять же, он помог там на пульсе там интервью там какие-то с нами там тоже сделал, ну, со мной. И поддержка тоже, ну, он до сих пор на самом деле поддерживает, помогает. Потом, ну, собственно, Максим, звукорежиссер, тоже. Он наш концертный звукорежиссер, когда есть возможность нам его поощрить, мы его стараемся поощрить. Но очень часто бывает, что если что нас пригласили на какую-нибудь хорошую площадку, там будет много людей, там будет все классно, здорово выглядеть. И мы едем туда бесплатно повыступать. Ну, либо очень попросили, либо нам самим интересно на этой площадке выступить. Мы едем туда выступать бесплатно, нам нужна помощь звукорежиссера, и Максим как бы на общественных началах подключается и бывает отрабатывает. Ну, то есть тоже очень, очень значимая на самом деле поддержка. Вот. И таких ребят много. То есть у нас есть девушка, которая занимается запрещенными соцсетями нашими. Вот. Сейчас тоже пытаюсь внедрить сотрудницу, которая
поможет мне сделать посты регулярные в ВК, потому что у меня, честно говоря, не всегда хватает просто эмоциональных сил выдавать какое-то что-то веселое каждый день, там, публиковать мне сложно. То есть я вот помощницу сейчас я пытаюсь привлечь. А вообще ты следишь за какими-то группами, которые сейчас в какой-то мере популярны, которые тебе нравятся? И смотришь ли ты, черпаешь ли ты от них какие-то методы их продвижения и связи со своей аудиторией? Ты знаешь, у меня последний опыт, когда мне понравилась какая-то группа из современных, которые вот, ну, из современных рок-групп, да, как тут еще сказать. Вот, это была группа Стимфония, в общем-то, с которой у меня началась вся эта идея с Атомстимом, стимпанком и вот этой всей историей. То есть я там, можно сказать, случайно вышел на их лидера, на Филиппа Августа, ознакомился с творчеством его группы. Он у себя там в группе, соответственно, тоже там лидер, где там и там перенял опыта, посмотрел, естественно, как у них там паблики устроены. Ну, вот. Но, правда, на тот момент как бы у них, я их начальный путь там отследить, ну, это сильно надо было углубиться. Вот. То есть я их застал на этапе, когда у них там уже 10 или 11 тысяч подписчиков было в паблике ВКшном. Вот. И за эти 6-7 лет, за 7 лет, получается так, что у них не сильно выросло количество подписчиков. Хорошо, а другие Они группы-то ты имели... слушаешь? Что-то И вот вообще, это, что я тебе тебе говорю, нравится? это было последнее, что мне из современной групп прям понравилось. Мне понравилось их творчество. Причем во многом, потому что человек, который им писал песни, Филипп Август, это Филипп Митяев, сын, соответственно, Олега Митяева. И он тоже очень трепетно относится к текстовому наполнению. И вот там я это нашел. С тех пор, при всем уважении к другим музыкантам, другим группам, вот так, чтобы я себе что-то добавил и слушал. Ну, это как бы, слушай, ну я и Рамштайн новый альбом не стал себе добавлять. Но в этом-то и вопрос. Смотри, ты в принципе просто не изучаешь то, что сейчас есть на рынке, доступное в принципе Я любому. изучаю, я просто это Или тебе слушаю, просто это не я просто нравится? это слушаю через силу, но я изучаю. Я лазю, я смотрю. Я, естественно, попадаю под всевозможные таргеты, связанные там с любителями рок-музыки, там, тра-та-та. И мне постоянно в ленте вываливается вот группа позавчера образовалась, вчера сделала фотосессию, а вот смотрите, у нас первый сингл выходит, и они уже делают таргетинг на всю страну. То есть, Давай поговорим про продвижение, про современное продвижение, про то, как ты себя и свою группу продвигаешь, что ты вообще в этом видишь, что ты вообще понял. Может быть, ты можешь чем-то поделиться или наоборот, тебе что-то есть, что тебя ввергает вообще в ступор и непонятно. Расскажи об этом. ну, смотри, я делюсь своим опытом Да, просто. естественно. Продвижение вот в современном мире своего музыкального и сколько-нибудь медийного там проекта, это чистая боль, блин, на мой взгляд. Дело в том, что благодаря, вот у меня, кстати, гитарист на эту тему упирает очень сильно, благодаря вот такому распространению музыки в сети и доступности любого практически продукта, который тебе интересен, мы автоматически выходим на одну площадку конкурировать с такими монстрами, с которыми очень сложно конкурировать. То есть человек заходит на Яндекс.Музыку, он может послушать Рамштайн, он может послушать ту же Агату Кристи какую-нибудь, да, вот, а может послушать Атомстим. И вот что тебе нужно сделать для того, чтобы он включил себе не Рамштайн, а Атомстим? Вот, не всегда понятно, это ему очень сильно должно надоесть все остальное. Да? А когда ему надоело все остальное, что уже популярное и раскрученное, то ему такой выбор опять же предлагается, что тебе еще среди всего, среди всей этой толпы музыкантов, которые послушай меня, тебе нужно, чтобы вот твою руку виднее всех было.
Есть И, такое. конечно, это масса инструментов, которые, с одной стороны, позволяют это делать. Но дело в том, что я с точки зрения даже не как бы участника процесса со стороны музыкантов, а даже как потребитель, я понимаю, что сейчас все вот это вот музыкальное, медийное распространение, оно носит уже практически насильственный характер. Тебе просто некоторые вещи прям в глаза вот так закладывают, в рот, и жуют за тебя, и ты не всегда успеваешь даже там выбрать, где тебе что конкретно тебе залетает, отмахиваешься от самого вонючего, успеваешь, и все. Ну, это просто ну, это агрессивная реклама. Может, помнишь, одно время, когда популярна была вообще эта тема с рекламой, вот, Generation P, да, Пелевин, вот, и фильм тогда этот вышел про то, как стартовала вот эта вся история, что рекламная индустрия и 9 франков фильм там тоже очень интересный на эту тему там был выпущен, там сколько денег на эту рекламу тратится. Вот. И очень распространено было, что вот есть пассивная реклама, есть активная реклама. Когда ты пришел, ты человека там с помощью НЛП там какого-то там заговорил, что-то ему там внушил, продал ему совершенно ненужную ему хрень за Мгм. какие-то баснословные деньги. Вот. И так получилось, что в современном мире это считается очень круто. Когда Ты ты, так не считаешь? когда ты втюхал какую-то хрень. Я все-таки идеалист, и я социалист. Но смотри, если ты считаешь свой продукт достойным, Да. почему бы его не продвигать за счет методов, которые действительно работают? Нет, это другой вопрос. Я же сейчас рассказывал как бы про сам принцип. Ну, Да, то это есть, вопрос о принципах. Вопрос. получается, здесь, опять же, ты начинаешь конкурировать с очень наглой плеядой людей, которые берут кучу ширпотреба какого-то и очень талантливо его втюхивают, откровенно. Давай я у тебя уточнение здесь внесу. Вот то, о чем ты говоришь, это, ну, насколько я понимаю, если мне что-то попадает в мое какое-то информационное поле, это, соответственно, ну и то, что я не могу контролировать, это, скорее всего, ну, какие-то короткие видео. Больше у меня образ сейчас вызывает. Ну, там образно и радио. Но радио я не слушаю, не знаю, насколько сейчас это Ну, распространенный в этих формат. коротких А вот видео, может короткие быть, видео, да. какая-нибудь музыка. У тебя в Да. Ты об каком-нибудь этом формате в говоришь? передаче в какой-то у тебя может там Да. какая-нибудь там музыка вложена. Ты просто идешь по улице, и какой-нибудь дебил на какой-нибудь машине едет вот с такими вот колонками, и Мгм. на всю улицу еще какую-то херню, извините, слушает. Да. Ну вот, и ты не можешь иной раз вот так просто от этого всего отмахаться. И у меня лично такое впечатление, что я сейчас не могу найти какую-то новую группу, чей бы мне материал нравился, потому что у меня выработалось, вот как у потребителя я сейчас рассуждаю, у меня Мгм. выработалось, честно, вот отвращение ко всему новому. Я лучше покопаюсь в чем-нибудь старом, что мне не втюхивает, и съем вот это вот вкусненькое, а не то, что мне вот это вот закидывают со страшной скоростью вот с помощью там лопат, экскаваторов и всего на свете. То есть я захожу там на музыкальный какой-нибудь там раздел там в каком-нибудь мессенджере, и там на меня сыпятся какие-то там супер йоу там и там все, что хочешь, блин. И ты раз ткнул там хрень полная, тут ткнул хрень полная, блин. 10 раз ткнул, ни разу не попал. Думаешь, да нахрен я вообще как бы туда лезу. А оно-то там есть, наверняка. Где-нибудь там Мгм. есть свой Атомстим классный, с прикольными текстами, с интересными гитарами, с талантливыми музыкантами, которые написали талантливую музыку. Но это одна песня из 100. Ты пока до нее дотыкаешь, ты такого там наслушаешься. Но я обратил внимание, что продвижение вашей группы, да, оно в основном во ВКонтакте идет. Ну да, я все-таки посчитал Ты наиболее. разобрался с алгоритмами, которые там... Мне этот мессенджер, эта соцсеть понравилась, в общем-то, еще с самого начала, потому что она, на мой взгляд, наиболее информативна в плане вот, всех видов и всех форматов медиа, которые есть. То есть там и музыка, и фото, там нет какого-то перекоса конкретно на то, Мгм. конкретно. То есть там и текст можно почитать, и фотки можно посмотреть, и музыку можно послушать, и видео. Там все это представлено. Другой вопрос, как это все работает, конечно, тут с переменным успехом. Там пока это Дуров был, потом это был не Дуров. Это, конечно, тоже имеет значение. Но, тем не менее, это вот наиболее всеобъемлющее. Например, запрещенная грамм,
он был ориентирован в основном на фотографии, да, потом немножко начал там переобуваться на короткие видео. То есть, но мне вот просто вот это вот мне неинтересно, как бы мне интересно там, Вопрос. чтобы у меня было меню, разделы Мгм. там и так далее. Поэтому это личное на самом деле предпочтение. Я, ну, в каком-то смысле, мне кажется, я угадал. Потому что, когда произошли все вот эти Мгм. вот ограничения, собственно, ВКонтакте стал наиболее распространенной все-таки соцсетью из таких, на которых можно о своей группе создать, опять же, полное впечатление. То есть, это, опять же, он дает возможность тебе свой продукт представить практически как на сайте, да, то есть у тебя там могут быть разделы, меню какие-то, дополнительные кнопки, Мгм. покупки, там что-то еще, ссылки, переходы, там все на свете. Ты зашел на страницу, ты, в принципе, можешь нарыть про группу все, что тебе надо. Хочешь тебе там и фотографии группы раздобыть там для статьи, как ты про нее пишешь, вот тебе, пожалуйста, раздел с фотографией. Хочешь что, хочешь это. Вот, то есть даже тот же Telegram, ну, все равно, это не топ, это ленточная история. Вот мне вот эти вот, что запрещенный грамм, что Telegram, вот это ленточная история, чисто на Мгм. листание, ты там, тебе попалась, если информация, тебе повезло. Если не попалась, ты будешь сидеть листать, понимаешь? То есть в этом плане мне ВК сильно больше нравится. Ты туда зашел, ты просто нужны эти разделы посмотрел, группа присылает, говорит, я хочу у вас на фестивале выступить. Почему-то от них, от группы, я этим неоднократно занимался, мы приходим, там, заявляемся на фестиваль, нам вот такую вот анкету заполни, там, вот столько-то фотографий пришли, там, Мгм. я думаю, ну, нахрена, ну, вообще это делать, ссылку, блядь, на группу кинули, простите, вот. Ты перешел, вот тебе там фотографии, вот тебе хочешь живые видео посмотри, хочешь неживые видео посмотри, сколько подписчиков там есть, там, ну, все это есть. Что ты, ну, людей мучаешь, по большому счету. И мне очень удобно, мне заявилась группа, я зашел, посмотрел. Причем не то, что они мне скинули, там, самое лучшее выбрали, а я Мгм. посмотрел, что вообще есть, по сути дела. Что вот попалось мне, то и гляну. Мне кажется, удобно. То есть, по крайней мере, для моего вот понимания того, как это должно быть устроено. Размещая новые синглы, новые песни, ты пользуешься каким-то, получается, агрегатором. Да, безусловно. Перед публикацией, перед выходом сингла ты пишешь какие-то пояснительные записки, обращения к редакторам о том, в какую категорию твою музыку отнести, о том, в какие плейлисты ты считаешь, чтобы их добавили. Ну, вообще у агрегаторов есть при заполнении соответствующей анкеты, Мгм. когда выкладываешь песню, там есть, вот, собственно, в этой анкете соответствующие вопросы. То есть, каким жанром ты определяешь свою музыку, там, как бы ты определил там общую там, тематику, направленность, там, да, там, ну, вот эти вот все вопросы задаются. И ты, на самом деле, можно выбирать, ты можешь делать без так называемого питчинга, выкладывать. То есть, просто ты заявил, что вот у меня песня, там, вот текст автора музыки, я получил там свой уникальный там цифровой код там, на Мгм. эту песню, все, и она появилась там на всех площадках, без, ну, как бы просто появилась. Вот ее не было, а теперь есть. Мгм. А есть там процедура, ты ее там как бы себе отдельно там галочку ставишь, что хочу пройти через процедуру питчинга. То есть там агрегатор предлагает твою песню как новинку на всевозможные плейлисты, витрины, там куда-то еще. И ну, это занимает там больше времени. Ты делал и так, и так. Да, я делал и так, ну, потому что, опять же, Какой эффект? менеджмент Там и там. никакого Заметил ли совершенно ты какое-то эффекта. различие вообще? Был Слушай, ли ну плюс? это же это вопрос, как бы дело случая называется. То есть смотри, я выкладывал первые там свои песни, которые через агрегатор я выкладывал. Я про систему питчинга вообще, честно говоря, не очень знал. Я думал, что это вообще какая-то отдельная история, там Мгм. нужно предлагать в плейлисты, надо лично ходить и предлагать. Вот. И, ну, отчасти, в общем-то, это так тоже, наверное, работает. А, или заплатить и Мгм. попал в плейлисты. А то, что, в принципе, это еще на этапе агрегатора можно заявиться, я не знал. Но дело в том, что когда ты выкладываешь без попыток попасть там куда-то на витрины, вот, у тебя трек просто быстрее выходит. Поэтому я выбирал там более быстрый. Ну, чем быстрее появилось, неохота ждать месяц целый.
А когда ты эту процедуру запускаешь, чтобы тебя предложили на все эти витрины, вот, то у тебя там вдвое сразу вырастает срок релиза Ну, песни. где-то в среднем 2 недели. 3. Ну вот на том агрегаторе, на котором Мгм. мы, там Ну да, в три зависимости от недели агрегатора. как бы. Мгм. И сказать, что это там эффективно, неэффективно, слушай, ну я выложил 6 треков всего-навсего. Ну вот, то есть, Ну, с питчингом сколько из них? ну я дело в том, что я перезаливал их. Мы сначала выкладывали вообще через еще одного посредника. То есть было Мгм. агентство, которое ты просто прислал песню с текстом, а он на таком же бесплатном агрегаторе их выкладывал, но он заморачивался там, вот, там, чтобы обложки соответствовали, чтобы там все это самое заполнял там все эти анкетки, там все. Вот. Он за это там денежку как бы брал. Такой посредник оказался. И в какой-то момент он говорит, там мне что-то неинтересно этим стало заниматься. Ну, Мгм. а у меня там 2 песни вышло. А что теперь делать? Ну, говорит, ну вон, ну, заходи вот на этого агрегатора, там все бесплатно, сам загружай, да и все. Отлично, отета получается у тебя, я ни статистику не могу посмотреть, ничего. И пришлось сносить те 4 трека, то есть я эти 2 выложил, и те 4 еще перезалил. Вот. Ну, каковы шансы, что называется, что это постоянно нужно просто этот шанс использовать. То есть сразу понимать, что ты записал трек, ты его засунешь на агрегатор, захочешь получить этот питчинг, вот, просто использовать этот шанс. Мгм. Сработает он, не сработает, вообще как бы никаких гарантий нету. Но если он сработает, то ты это ощутишь сразу, и это может вообще быть как триггером, да, после которого Буст идет. все Да. произошло. Поэтому я бы не пренебрегал бы этой процедурой. Пусть трек выйдет чуть позже, но чтобы он был предложен Мгм. в плейлисты. Потому что сейчас получается, если там, когда там в 90-е надо было кассеты по поездам раздать, да, чтобы народ Мгм. там, ну, заспамить, так сказать, народ, да, там потом с дисками какая-то там история была, том там на каком-нибудь там глобальном фестивале засветиться. Там, на мой взгляд, сейчас это уже, естественно, там все никак не работает. Вот. Сейчас это все только в сети может произойти, а в сети самая рабочая тема это попасть вот в плейлисты, потому что народ обленился настолько, что ну, ему опять же, он настолько вот все вот преподносят на подносе, изучают его психические данные там всевозможные, и вот вроде как подкидывают то, что тебе, по идее, должно понравиться. Ну, не знаю, со мной они пока не угадывают, пока Мгм. ничего хорошего не подкинули, но я вижу, как это с другими людьми происходит. И я во многом их понимаю, и даже сам могу иногда такую попытаться воспользоваться услугой, когда ты просто заходишь домой и говоришь, там, Маруся, там, русский рок, да, там, Мгм. и она тебе что-то играет. Но у меня, правда, не очень срабатывает, потому что я потом дальше. Ладно, включи мне вот конкретно. Вот, у меня пока не срабатывает. Но очень многих людей срабатывает. То есть они просто там говорят, там, мировые хиты, там, я не знаю, Мгм. там, или что-нибудь там, свежие новинки, там. И она там подбирает тебя. То есть все, и получается, что как мы там в свое время все эти плейлисты реально составляли, да, там в Винампе еще там мы Мгм. находили там эти песни, где-то скачивали, еще там могли порядочек какой-нибудь там определенный выставлять. Естественно, никто этим сейчас не занимается. Но это правда, как бы с одной стороны отнимало много, много времени, не факт, что с пользой, да. Но с другой стороны, вот какое-то другое отношение к музыкальным произведениям было вообще. Поэтому сейчас, Мгм. чтобы на широкую публику вот так вот зайти, то ты должен стать вот этой самой случайной песней, которая будет случайно везде включаться. Хорошо. А те короткие видео, о которых ты не особо лестно отзываешься, ну, по крайней мере, это тебе не заходит. Не считаешь ли ты это хорошей возможностью? Потому что большинство людей все-таки это тот именно контент, который они потребляют. Нет ли у тебя желания Не, ну попробовать отрицать именно очевидное, так? я не из тех, кто отрицает очевидное, я не из тех, кто отрицает, ну, будет отрицать прогресс. Я могу как бы эм, осудить какие-то моменты, и, ну, не то, что осудить, а знаешь, как эм, сделать вывод, что это не очень полезно для развития там, человека как личности, да, как какой-нибудь очередной элемент прогресса, не всегда полезен для развития человека
как личности, как живого существа. Но если вы Я выяснили, могу... что ты считаешь свою музыку полезной для людей, надо делать все, что Да, возможно нет, для я тебе того, чтобы говорю это про то, что сработало. я не отрицаю, что шорты это шортс. Это актуальная на данный момент форма подачи информации, которая там заходит, наверное, одна из наиболее модных, наверное. Может быть, даже самая модная сейчас. У нас уже все время сокращается. Скоро, я не знаю, обратно к фотографиям вернемся, только со звуком, я не знаю. Ну, то есть, куда еще дальше? Уже и так настолько коротко получается. Ну, я начал эту тему делать на базе музея. Я работаю в Азовском музее-заповеднике. У нас, причем я там как раз в отделе, который всеми этими вещами должен заниматься. Ну и мы пришли к выводу, что какое бы мы ни были там культурное заведение традиционного типа, вот, мы должны тоже идти в ногу со временем. Мы запустили сейчас серию шортсов с такими короткими историческими справками. Естественно, ничего толком там рассказать не можешь, пару фактов вот так вот бросил в человека, что у него там в голове осталось после твоего броска, неизвестно, но оно действительно заходит, там Эффект просматривается. есть? Эффект просмотров есть. Сказать, что люди после этого там посмотрели шортс и потом перешли там по ссылке и начали читать научные статьи. Ну, Такой у информации у нас тебя нет. такой информации у меня пока нет, потому что Мгм. мы ее чисто статистически сейчас отследить не можем. У нас всего 3 шортса вышло. Мгм. Вот, поэтому тут как бы должна набраться статистическая масса какая-то, чтобы делать какие-то выводы. На базе рок-группы, музыкальной группы, наверное, это будет более действенно. То есть больше шансов, что кто-то заинтересуется, а что за прикольная мелодия, там, например, да, или что-то еще. Но я, честно говоря, не очень понимаю, о чем в этих шортах должно быть рассказано. То ли они должны быть на совершенно любую тему, связанную с деятельностью нашей группы, Мгм. вот, то ли они все-таки должны иметь какую-то определенную... То есть, вот с музейной историей мне гораздо проще оказалось, потому что мы четко определили, что у нас факты, коротко исторические факты со ссылкой на те данные, которые у нас есть в музее. Вот, о нашем городе в первую очередь, там, соответственно, о его истории. Вот. Ну и, может быть, какие-то еще общечеловеческие, так, разово. А так, в основном, вот. И понятно, что делать. То есть, мы тему выбрали, там, памятник, на котором там какой-то катер у нас стоит в порту. Следующим Мгм. будем делать про него. Вот. Мы про него самое главное выписали, там, год выпуска, чем примечательно, там, тра-та-та. Я это все отстрелял в экран, как бы все это в костюмчике с заставочкой, тара-та-там. Музычка там, кстати, у нас в этих шортсах играет, рубрика называется «Это будет интересно», и Мгм. музычка играет из нашего Зомбиленда. Вот, то есть, вот тебе как Ну это, да. пасхалочка, там, коллаборация, там, что-то еще. То есть, отсылка к Steam есть даже вот в этих музейных шортсах. Так, вопрос про видео, пока далеко не ушли от этой темы. Я у вас в группе наблюдал, видимо, части, а то бэкстейдж со съемки клипов. Да, Где же он? Потому да. что уже давно висят эти видео. Давно А клипа висят. я так и не нашел. Я думал, может быть, я пропустил или его все-таки нет. И будет ли он, когда ждать премьеры? Будет обязательно. Когда ждать, сказать не могу. Я могу сказать, Неизвестно, да? какую угодно. Я могу назвать какую угодно дату, а потом сказать, что к этой дате не получилось. Нет, слушай, а вы не сняли, или у вас готовый материал Мы не доделано? сняли самое основное, самое тяжелое, что надо было снять. Мы сняли, у нас сложились обстоятельства благополучным образом, все как бы получилось. Но после Мгм. этого, дело в том, что это незавершенный этап, уже как бы не завершающий был этап. Вот, а наоборот, он такой начальный, просто самый сложный. А сейчас остались еще две сцены. То есть нам, собственно, нужно доснять группу, чтобы на перебивочные кадры в определенном антураже. Мгм. Вот. И доснять еще там пару, небольшую сцену буквально в одной комнате для сюжетной линии. То есть это такая художественная задумка Там есть, присутствует, да, в конечно, там целом? есть художественная задумка, вполне себе Расскажи такая. какой-то небольшой тизер о предстоящем клипе. Он, во-первых, на песню, которая уже есть, выпущена Она или еще не еще нет? выпущена, в том тоже как бы отдельный момент.
Но эта песня, она на самом деле была написана еще там в далеком 2011 году, и она существовала как акустическая версия. Это песня «Встанем и устоим», ее я написал в честь, ну как бы я так свою дань отдал тем песням послевоенных лет, которые я на пластинке действительно слушал у прабабушки своей там в городе Хадыженск. Вот. А я очень любил эти песни, очень впечатлялся этими текстами. Это всё. И это была такая своего рода дань. Я ее прям в этих же стилях, очень там похожим там, на 10-й наш десантный батальон, примерно там, и по гармонии, и по подаче, вот, такую песню написал «Встанем и устоим». Ну, естественно, когда у нас появилась задача сделать патриотической направленности концерт, мы ее взяли, ребята переаранжировали, вот, и там получилась такая пантера конкретная, кстати. И, но с текстом таким, что «Не пить тебе не есть, коль запятнаешь честь, солдат, что голову свою сложили там и здесь». Такая патриотическая направленности история. И в клипе, соответственно, мы показали 3 поколения. То есть будет что-то все вокруг какой-то солдатско-патриотической Ну темы, да, ну мы скажем же, так. собственно, ездили снимать ребят в полной амуниции на полигон в Краснодарский край мы ездили, потому что мы применяли при съемках клипа применяли стрельбу холостыми патронами и использовали пиротехнику, а в Ростовской области у нас запрет на это дело, потому пришлось выехать в Краснодарский край, там как бы с этим было полегче. Вот, мы это все дело отсняли. Это изнурительные были съемки на природе, на заброшенном, ну как на полигоне, который для страйкболистов, которые используют для своих маневров всевозможных. Вот. И вот там все дело отсняли, то есть там достаточно большая часть видеоряда посвящена вот конкретно боевым действиям. Ну хорошо, Вот. наверное, этого будет достаточно. Да. В общем, для тизера ждем. Это Ну, будет интересно. Да, это будет интересно. Отлично. Вопрос у меня такой. Вот вы собирали в Азове довольно масштабный концерт. К вам приходило, насколько мне известно, более 500 человек, да? Ну, который из них ты имеешь в виду? Ну, 23 февраля, даже который несколько, был, да? да? Ну, с зомби было что-то, там был полный зал. Еще, по-моему, был Ну, да, у один-два. нас, во-первых, Ну, довольно-таки большие массы людей к вам приходят в целом для относительно небольшого нашего города, да, во-первых. Во-вторых, я знаю, что вы участвовали в нескольких фестивалях, конкурсах, да, где вы также победили. Вот. И вопрос такой, обращают ли на ваше внимание после вот этих вот побед какие-то, может быть, продюсеры, люди, которые творческие личности, которые могут вам что-то предложить по продвижению, по позиционированию, может быть, спонсорские какие-то идеи, или что-то вообще из этого? полная тишина, Саша. Полная тишина. И ты знаешь, я даже не удивляюсь этому. Опять же, этот замечательный Филипп Август, который меня вдохновил как-то в свое время на то, чтобы создать свой проект, он мне еще тогда говорил, что Слава, вот смотри, у меня есть на стене висит 3 этих проходки, или 3 или 4 участник нашествия. То есть они 4 года подряд выступали на нашествии, то есть, причем в нормальное время, там, не в 4 утра. Там, вот. И говорит, Слав, ну, может, там, плюс 1000 подписчиков в ВК. Говорит, и больше ничего. А потом сменился человек, который занимался подбором групп. И говорит, мы к нему приходим, говорим, да мы у вас, ну, как бы играем, тут все это самое. Не-не-не. Теперь это так не работает. Теперь это работает по-другому. И все. Поэтому, ну, смотри, я не хочу как бы сказать, что нет смысла там вообще этим там заниматься. Во-первых, ты, ну, для себя это очень мотивирующая история, когда тебе удается собрать полный зал там, Дворца культуры, собрать там 700 человек там в парке валов Азовской крепости там на свой там концерт Open Air, да, собрать на
городской площади перед ДК там, на свое 4-летие, там тоже, ну, я не знаю, там, считать сложно достаточно, народ бывает стоит очень с разных мест, смотрит на это дело, ну, тоже достаточно много как бы. Вот, это дает, конечно, тебе в первую очередь самоуважение, что ли, какое-то понимание, что ты что-то, наверное, стоящее делаешь, раз это так получается, как бы. Ну вот. С другой стороны, безусловно, появляются новые слушатели, и среди этих новых слушателей находятся люди, которые, опять же, поддерживают группу так или иначе, кто делом, кто словом, кто голосами ВКонтакте. У нас очень крутая, на самом деле, фан-база, так, как бы, она не очень там большая, наверное, хотя по меркам ростовских рок-групп внушительная. Ну вот, и она активная, то есть она прям принимает участие в жизни группы активная, и мы, то есть вплоть до того, что вот мы в прошлом году сняли автобус и всей нашей бандой поехали, большой 50-местный автобус, поехали выступать в Сочи со своими. То есть, там, ну, ребята в Сочи, которые организаторы, немного охренели. То есть, у них такого еще не было, что, как бы, ну, группа там соберет, группа не соберет. Я говорю, мы соберем. И еще своих привезем, да? Ну, прикол в том, что я на первых этапах ему не говорил, что мы едем уже сразу с гостями. Вот, то есть, ну, он там, вот, там, не знаю, сочинцы там могут не очень активно там прийти, там, тра-та-та, не знаю, сколько там чего получится, там, со входа, не со входа. Я говорю, будет полный зал. Ну, типа, что это? Ну, и действительно, ну, то есть, там кто-то, конечно же, пришли, ребята из Сочи пришли что-то послушать. Ну, и плюс наших 50 вваливает. Как бы вот тебе там небольшой клуб, то есть супер вечеринка получается. То есть очень активная фан-аудитория, которая вот нас поддерживает. Но благодаря таким большим концертам она прирастает зачастую. Опять же, у нас появляется интересный контент, на котором у нас же как все по обложке судится. Вот ты хочешь доказать, что ты востребованная группа, вот значит у тебя должна быть фотография, где у тебя много людей стоит. Сейчас очень, кстати, это показательный момент, когда смотришь видео групп, как они выступают, и если снимают только сцену, ни в коем случае камеру, чтобы только на сцене была, значит зал пустой. Если там хоть 4 коллеги скачут, их со всех сторон покажут, что вот они все пришли, они так кайфуют под эту группу. То есть тебе, получается, мало показать свою музыку, свое умение и свои таланты. Тебе нужно еще и показывать, что это еще и кому-то нравится. Потому что люди обращают внимание уже не столько на сам продукт, сколько на то, насколько он в тренде. Вот уже такая графа появилась дополнительная, понимаешь? То есть тебе еще нужно доказать, что это уже кому-то нравится. И тогда это сподвигает других людей как бы присоединиться к этим нравится. Это как с пабликами в ВК, понимаешь, ну до смешного. Я просто помню, я там читал какие-то мануалы, там, типа, как раскачать там свой паблик. Там, ну, сейчас уже это устаревшая информация, а тогда это была актуальная информация, что тебе главное в паблик там с всеми правдами и неправдами, друзьями, родственниками там набить хотя бы 1000 до 1500. А дальше, типа, срабатывает психологическая история, что если до хрена людей подписано, значит, это что-то стоящее, понимаешь? То есть, вот на таком уровне это стало работать. Ты делаешь фотографию, там, снимаешь видео, что вот вы играете, а вот тут много людей. Может, их под автоматами привели, этого никто не будет как бы выяснять. Но у тебя есть картинка, что мы играем, а кому-то нравится. Вот. И это уже тоже самопродающаяся какая-то история. Но кардинальных изменений в положении дел группы, вот все эти мероприятия живые, на мой взгляд, уже не принесут. Это могло сработать, опять же, там, лет 10-15 назад, наверное, 15-20 даже. Вот. Сейчас это, ну, тебя посмотрели, развернулись, пошли там другие дела. Для того, чтобы эту аудиторию захватить, ты должен быть с этим человеком постоянно. Ты вместе с ним должен пойти домой к нему, с ним спать лечь. То есть все это у тебя... А это только через наушники возможно. То есть поэтому ты должен быть у него в девайсе. У меня вопрос такой. Я музыку для музыканта делю примерно на 3 части. Что ты как музыкант можешь ее создавать, и это одна часть твоей, скажем, такой работы и занятости.
Второе, ты можешь ее играть, репетировать с кем-то, да? А, записывать ее, непосредственно переводить из формата мысли в формат уже какой-то более твердый, скажем так, да? И получается 4. Выступать. Какой из этих процессов тебе ближе, что тебе больше нравится, и может быть что-то меньше? Ну, судя по, наверное, в этом плане положение дел с записями в нашей группе как раз отражает мои предпочтения. То есть мне нравится сочинять музыку, М, вот, и мне нравится с ней выступать. А вот все вот это вот промежуточное мне, ну, это Это не так тоже, близко, да? но, не, Мгм, но в меньшей степени. мгм. Вот. И поэтому у нас такая история. У нас много материала, у нас много интересных проектов. Ну, рок-мюзикл у нас свой есть, да, там «Вера для ворона». У нас есть там свой тематический фестиваль очень крутой. Вот как раз об Вот. этом следующий мой вопрос и есть. Потому что ты сегодня и вообще в целом не только как лидер группы «Атомстин», но и как организатор фестиваля. Да. Ты один организатор этого всего? Ну, как, скажем, главный человек? Или у вас там Ну, есть какая-то команда в целом, которая организовывала Ну, без это? команды не бывает, даже если Мгм. ты сам все Но идея твоя. придумал. Да, я сам все придумал, я сам себе нафантазировал, что это должно хорошо получиться. Вот. Следующим этапом было, собственно, заразить этой идеей людей, от которых зависел успех данного мероприятия. Значит, рок-фестиваль «Хроники Сан-Руина» — это рок-фестиваль с элементами квестовой игры, ролевой полевой игры. Там очень простой принцип. Откуда он взялся? Я увлекался ролевыми играми в свое время, Мгм. полевыми. Вот, то есть я одевал доспехи, ехал в лес, и мы там друг друга буцкали железными мечами. Это что такое Вот. было? Да, да, да. Это было такое... И, ну, на самом деле популярная тема. Да, Очень прикольная многие вещь. ездят. Кто-то посмотреть ездит, кто-то непосредственно участвует. Мгм. Причем там по-разному могут участвовать. Вот. И мне всегда эта тема нравилась, но там никогда... То есть там музыка была представлена там, на гитаре у костра. Ну, приезжали красивые министрели, могли даже на какой-нибудь мандолине чего-нибудь Ну сыграть. да. Ну вот. Но как бы все равно это было уже такое по остаточному принципу. Вот. И с другой стороны, я там бывал на рок-фестивалях. Ну, рок-фестиваль, это, как правило, там много выступающих групп. Вот. И как бы ты много времени проводишь на площадке, и если вдруг на сцене играет не то, что ты любишь слушать, а то, что ты любишь слушать, оно там будет сильно потом, ну, и ты и маешься, и думаешь, чем, собственно, тут как бы заняться. И вот мне пришла такая мысль в голову, что так можно же полевую игру делать прямо на таких базах отдыха, несложную. То есть, во-первых, сделать ее несложной именно для того, чтобы привлечь не столько самих ролевиков, которые уже переиграли во все возможное там с очень такими сложными правилами там, на 3 тома. Вот. А именно показать, что есть такая форма развлечения как раз для тех, кто никогда этого не пробовал. Чтобы они пришли, им быстро объяснили, что делать можно, что делать нельзя, и они попробовали попроходить квесты, там, чего-то пофантазировать, что они там представляют из себя другой персонаж какой-то, и все. И как бы я считаю эксперимент очень удачным, потому что после первого же фестиваля «Хроники Сан-Руина» на это дело, ну, добрая половина, наверное, тех, кто был, они прям подсели на ролевку. То есть было очень много людей, которые пришли в первую очередь на музыку, и они не очень понимали, что там за дополнительная движуха какая-то. Вот. Но когда они на это дело посмотрели, а под конец там набрались смелости и немножечко тоже приняли участие, они подсели на это дело конкретно. То есть на второй рок-фестиваль они уже там готовили себе костюмы, придумали себе имена какие-то, там амуницию какую-то. Они уже представляли, чем они будут заниматься, и это затягивает, конечно, это очень как бы крутая форма вообще развлечения. Поэтому вот такая полевая ролевая игра, совмещенная с рок-фестивалем «Хроники Сан-Руина». Я так понял. 7, Приближается очередная. 7 сентября я всех очень зову, пожалуйста, приходите, будет очень круто. Там же, на развлекательном комплексе «Кантина», бахнем бассейн, рок-музыка, дым, свет, какие-то мутанты и нерф побоище. То есть безопасными нерф пистолетами застреляем друг друга.
Это будет фестиваль одним Вот. днем? Ну, активной игры, я полагаю, мы сделаем также оставим один день, то есть когда вот начали правила действовать, там, в том числе правила боевки, да, и когда закончили, и мы награждаем там победителей. Мгм. Вот. А по факту, как бы после игры, соответственно, еще идет рок-фестиваль несколько часов. Вот. Ну и я хочу в этот раз всех пригласить приезжать, собственно, с палатками, потому что там огромное количество места, на котором можно организовать палаточный лагерь. То есть, соответственно, после полевой игры и после рок-фестиваля никуда не ехать, не собираться, покупались в бассейн, пошли в палатки, выспались и уже там на следующий день спокойно разъехать. То есть с возможностью заночевать, остаться на фестивале. Как ты думаешь, кому, в принципе, этот фестиваль может быть интересен? Для каких людей, и что бы ты им сказал, чтобы они поняли, что это для них? Вдруг кто-то нас сейчас слышит, такой думает, ну да, это что-то интересное, но я не понимаю, это мое или не мое. Как бы ты описал в пределах, грубо говоря, минуты, Ну, что это за я такое? думаю, что это ребята, которые, во-первых, посещали квест-румы. По-любому должно понравиться. Ребята, которые играли в РПГ игры, особенно связанные с постапокалипсисом, всякие Fallout и так далее. То есть любители компьютерных игр, я думаю, тоже оценят это дело. Безусловно, любители рок-музыки, потому что если тебе даже не нравится играть там в ролевые полевые игры, там все равно будет много музыки, много живой музыки. Мгм. И в не совсем обычных условиях, то есть можно прямо плавать в бассейне, и вот она перед тобой сцена с рок-музыкантами. Это прикольно, я считаю. Вот. Ну и, блин, все остальные. Честно говоря, я сейчас перебираю в голове участников, которые активно оба фестиваля провели. Это настолько разные люди, то есть от 8 лет там дети, которые там себе сшили патронтажи какие-то для этих нерф-пистолетов там. Вот. И до достаточно уже солидных дядек, которые состоялись уже полностью, но тем не менее у него вот тут вот он по 4-му Мэд Максу там сделал себе там грим какой-то, и вот Мгм. он на дороге ярости был. Понимаешь, и вот как тут сказать, То кому есть это для всех, конкретно? кто хочет Ну, немножечко сменить реальность, да, я не знаю, это немножечко нужно хочет какой-то очень, сменить свой это имидж, либо какой-то очень посмотреть на глубокий чей-то анализ другой. каждого человека, понимаешь, надо провести. Вот что общего у этой 8-летней девочки, да, и у этого солидного дядечки, и вот что их обоих заставило сделать себе костюм, прийти и Я этот играть. вопрос задаю не просто так. Во-первых, потому что если кто-то увидит, он может в том, что ты сказал, уже найти себя и сказать, да, я хочу туда попасть. Ну, либо, по крайней мере, может быть, посоветовать кому-то, кого он знает. А во-вторых, когда ты четко понимаешь, кто твоя целевая аудитория, тебе гораздо проще направлять усилия на ее привлечение. Да, да, я неоднократно читал все эти мантры насчет целевой аудитории, и в том числе в плане там, попыток понять, а кому, собственно, втюхивать собственную музыку. Втюхивать, прости господи, что скажешь. Вот. И, короче, я опять в прострации, фрустрации в этом деле. Потому что заходишь ко мне в паблик в ВК, смотришь, кто наиболее часто посещает там страницу, в основном это мужики от 35 до 45 лет. То есть это вот самый высокий столбик там, да, Мгм. этих людей. Вот. А приходишь на концерт, смотришь со сцены на этих людей и понимаешь, что это совсем не основная твоя аудитория. То есть, может быть, в сети это одни люди, да. Наверное, шорцы будут смотреть другие категории, да. Непосредственно на концерт в итоге придут, купят билеты к тебе. Вообще третьи. И там опять же начинается от такого. И там уборщица 100 лет вышла. О, а что это у вас тут такое классно играет, понимаешь? То есть это вообще не... Я не знаю, как они... об этом все говорят. Найди свою целевую аудиторию. Мгм. И мне непонятно, как это сделать. Нет, одно дело, когда ты сначала определил целевую аудиторию, выяснил, какие у них сферы интересов, и под это сделал проект, это была бы одна история. А когда ты сделал уже проект у тебя готовый,
И он реально может понравиться кому угодно, блин. Ну, ты не угадаешь никогда. Это может быть человек... Это реально очень разные люди. Вот нашу фан-базу просто взять, вот наших самых заядлых, кто с нами в Сочи ездит, кто с нами там везде, кто в голосованиях во всех за нас участвует. Просто и посмотреть на профили этих людей и сравнить. Это абсолютно... где-то не абсолютно, а где-то прям разные. И, я не знаю, я на базе этой... Лучше один раз попробовать, поучаствовать, прийти. Ты проживешь классный день. Это поймешь, да, это да. Даже если это не твое, то... время не будет потеряно зря, потому что там как минимум можно будет очень много контента себе всякого наснимать, потому что реально много людей очень разных и очень прикольных костюмах. Причем у нас же там еще и косплей был конкурс в этот раз. Вот еще отдельная целая. То есть там это вообще отдельная субкультура, и это такой подход к костюму очень фундаментальный. То есть там ребята, с ними кайф пофоткаться, в общем. Вот. Ну и антуражные фотозоны какие-то, монстры, зомби, там, я не знаю. Но вот когда вот так вот начинаешь разбирать это по таким кусочкам, я представляю, что это довольно-таки может многих охватить, и заинтересованных может быть много, и приехать могут не то что из близлежащих городов, но даже со всей России. Потому что я, может быть, не сильно искал, но мне не сильно-то и попадалось что-то подобное. А людей, которые это интересно, вот тот кусочек, о котором ты сегодня рассказал, да, их на самом деле очень много. Я вот искренне на это рассчитываю как раз, потому что я когда эту историю всю придумал, я залез прям в сеть и начал искать аналоги. Я думаю, неужели никто не придумал совместить ролевую полевую игру с рок-фестивалем? Вот, то есть, я не нашел аналогов. То есть, скажем так, тематические рок-фестивали, он тоже, кстати, молодой, Fantasy Fest, да, например. То есть, там все приезжают тоже в костюмах, рыцари, там, то есть, все это в стиле фэнтези. Но, естественно, у них там никакой именно игры сюжетной такой, чтобы там командами выполняли какие-то квесты, там нету. Они просто тусят там вместе в костюмах. И, соответственно, музыка на сцене, группы на сцене тоже как бы с этно-фолк таким оттенком должны быть. В этом концепт как бы мероприятия. То есть он просто тематический. Единственный аналог, который я нашел, из таких, опять же, я не скажу, что я там месяц там весь интернет перерыл, но вот навскидку единственный аналог, который я нашел, это Burning Man в Америке. В Филадельфии. Где он там? В Неваде. Вот. И вот там, да, то есть они приезжают, у них там город свой, со своими правилами, там свои законы, у них там, это он, правда, там он не как рок-фестиваль, это просто фестиваль. Там, в том числе там есть сцены с исполнителями всевозможными, и там своя экономика, там свои взаимоотношения, то есть масса правил. Да, как бы там сюжетно, опять же, игры нету, но все равно это все там в игровой форме. То есть там же нет денег. Там ты ни за что не должен платить, кроме кофе, по-моему. За кофе там, по-моему, только надо платить. Вот, а все остальное, вот кто-то едет туда и специально привозит с собой кучу там каких-нибудь булочек, и он их раздает бесплатно. Вот. А кто-то едет туда и ставит свою мастерскую, где он чинит велосипеды, потому что там все ездят на велосипедах. И он бесплатно чинит велосипеды в порядке очереди, по кайфу. Вот он такой ремесленник. Ему за это не платят. Но он свой велосипед починил, пошел съел бесплатную булочку, пошел покурил бесплатный кальян, пошел там что-то еще бесплатно получил, вернулся и опять бесплатно чинит велосипед. То есть, Платон был бы в восторге, просто сочиняя свой коммунизм, понимаешь, от такой истории. Хотя, нет, наверное, это все-таки больше марксистское такое понимание коммунизма. Все бесплатно, от каждого по возможности и каждому по потребности. Реально. Вот. Сейчас. Так, давай подытожим. И подытожим мы еще вот чем. У нас через месяц крутой концерт в городском дворце культуры.
Мы отмечаем наше 5-летие. 17 августа в 18:00 у нас будет большой концерт. Будут приглашенные артисты, будут танцевальные номера, будут еще сюрпризы там всевозможные. В общем, концерт, конечно, максимально нестандартный. Мы постарались сделать. Мы к нему сейчас активно готовимся. И в этом... Там есть свои сложности, мы с ними справляемся. Вот, поэтому очень ждем. Приходите, пожалуйста, 17 августа в городском дворце культуры состоится рок-шоу от группы Отомстим под названием «Пятилетие». Крутяк. Вот так. Так, еще давай такой же тизер насчет Сан-Руина, если известна дата. Да. Так вот, а 7 сентября пройдет 3-я глава Хроник Сан-Руина. Хроники Сан-Руина — это рок-фестиваль с элементами ролевой полевой игры. Кто был, тому даже не надо объяснять и напоминать. А вот кто не был, рекомендую обратить внимание на этот феномен. Это, наверное, новый свежий формат, как можно провести субботний день весь, включая возможность остаться с ночевкой в палаточном лагере. Аквазоны, квесты, аниматоры, спортплощадки и рок-фестиваль с участниками из других городов, из нашего города, из других городов. Так что приходите, не пожалеете. Будет интересно. Это будет интересно.